Всем привет! Сегодня у меня начинается новая рукодельная неделя, и по традиции я ее начинаю со своей старенькой вышитой работы. Сегодня мне захотелось вам показать вот этот очень старенький дизайн от Совиного леса. Я вам хочу напомнить, что вы можете тоже писать в комментариях, какую бы работу вы хотели из стареньких увидеть. У меня уже есть несколько заявочек, я себе их зафиксировала, и думаю, что в ближайшее время я, как минимум, что-то из этого покажу. Может быть, у меня не получится удовлетворить все запросы, но хотя бы частично я буду это делать. Но вот сегодня мне захотелось вам показать вот этот дизайн. Это было мое знакомство с фирмой Совиный лес. Они тогда только-только, мне кажется, только-только начинали. Мне кажется, это один из первых их наборов. Этот дизайн называется «Лукоморье», и у меня был именно набор. Мне тогда хотелось набор. Очень там все это красиво выглядело на тот момент, наверное, даже несколько необычно, и поэтому это было чрезвычайно интересно, конечно же. И вот мне пришел набор, поэтому у меня здесь основа, та, которая шла в наборе, насколько я помню, это был фастон обработанный по краям, что было очень приятно. А вот какие нитки были здесь в наборе, я, честно говоря, сейчас не скажу, не помню, что там было написано и было ли там что-то указано. Но, в общем-то, вышивалось все более-менее хорошо, в плане ниток я имею в виду. Был, конечно же, магнитик, была вот эта вот схема такая яркая, четкая, понятная. Я тогда вышивала по бумажным схемам, и мне было максимально комфортно вышивать по этой схеме. Что здесь можно сказать про вот это Лукоморье? Здесь вот разные сказки, да, мы можем видеть. Здесь Баба-Яга, опять же, с избушкой, черный кот, сова, все как я люблю, в общем. Русалка на ветвях сидит, Леший, Кощей. Здесь у нас тоже богатыри всякие разные. В общем, сюжет, конечно, интересный. И, пожалуй, в тот момент он действительно был чем-то новым, потому что это сказки, наши русские сказки в примитивном стиле. Меня это, конечно, привлекло, потому что, давайте все-таки признаемся, сказки и тему волшебства я люблю. Да, по моим процессам, наверное, это прослеживается. Поэтому, конечно, меня этот дизайн заинтересовал. И я помню, как я его вышивала. Вышивала я его из центра, вроде бы, насколько мне сейчас помнится. И тоже здесь училась работать с ниточками, которые с переходами, потому что здесь все нитки с переходами, они были в наборе. И здесь я как раз начала где-то менять какие-то направления, смотреть, вот как лучше ложится рисунок, если там как-то идти одним образом, другим образом. В общем, такое исследование, наверное, у меня было в тот момент. И, в общем-то, результатом я довольна. Давайте поближе порассматриваем. Здесь такая милая совушка в центре дерева сидит, русалочка. Конечно, примитивы – это что-то такое особенное, когда это еще и какие-то персонажи, такие узнаваемые, то очень прикольно, когда вышиваешь вроде там, 100 крестиков, и тут бац, у тебя Кощей со златом нарисовался. Это, конечно, очень здорово. Сундук вот у него тут тоже. Очень красивая тоже кайма, вроде бы ничего такого необычного, но выглядит она красиво за счет как раз ниток с переходами. Некоторые нитки у Совиного леса, они с такими более резкими переходами, некоторые с более плавными. Мне очень нравится зелень вышивать вот нитками с переходами, потому что получается как раз вот эта вот такая неоднородность, которая очень здорово смотрится. Нижняя кайма тоже красивенькая, и немножко устала вышивать вот эту вот нижнюю часть, потому что такая повторяющаяся, но как-то там, не то чтобы сложно, просто немножечко поднадоело. Вот такие длинные элементы одинаковые мне вышивать бывает скучновато. А во всем остальном все прекрасно вышивалось. Посмотрите, бабуся в ступе, мухоморчик тут у нее. 33 богатыря славные. Вот такая здесь работа. Вот этот вот черный цвет, он без переходов практически. А вот это, интересно, какой-то другой цвет, потому что вот на Бабе-Яге здесь переходы видно очень даже отчетливо. И вот на Кощее тоже. Да, наверное, это разные все-таки цвета. Уже плохо, конечно же, помню. Я посмотрела на сайте Совиного леса. Эта работа у них сейчас продается только в виде схемы. Схема и набор ниток. То есть прям готового набора у них почему-то не стало.
Ну, я не знаю, по какому принципу они выбирают, какие дизайны им делать в виде наборов, а какие оставлять в виде схем. Но вот в виде схемы можно до сих пор приобрести. Работа интересная, не оформлена у меня, правда, до сих пор. Ну, я даже и не знаю, и не планирую, наверное, ее оформлять. Но вот так вот достать и на нее полюбоваться я с радостью полюбуюсь и вам вот тоже решила продемонстрировать. Ну что ж, теперь переходим к выбору кубика. Посмотрим, что нам он преподнес в игре «Вышить все». Сегодня у нас 22-й бросок кубика. Кубик будет белый. Ну что, по-прежнему у нас не выпадает одна заветная цифра. Остальные как-то более-менее за последние броски появлялись. Но давайте посмотрим, что нас ждет на следующей неделе. Итак, на следующей неделе мы вышиваем работу под цифрой 1. Ну что ж, цифра 1 выпадала совсем недавно. Она действительно такое чувство, что пытается как-то взять свое, да, нагнать другие циферки. Могу сказать про себя, что я с радостью повышиваю свою Бабу-Ягу от Панны. Ну что же, кубик выбрал Бабу-Ягу. Вот эту замечательную бабушку. У меня здесь готово уже 64%. Бабуся выглядит пока жутковато. Вот так вот, хотя кому-то нравится. Ну, в общем, я тоже никаких претензий не имею, потому что понимаю, что она еще не дошита. Осталось здесь вышивать 17 600 крестиков, где-то примерно так. И это значит, что... Правильно, это значит, что если я вышью здесь вот свою норму в 1000 крестиков, то она уже перейдет в категорию «не сбавляй темп», а это значит, что она близится к финишу. Ну, хотя бы как-то по чуть-чуть, но близится. Меня это очень даже радует. Ну, а чем я здесь буду заниматься? В первую очередь я хочу дошить вот пропуски вот здесь вот петитом, которые у меня остались на ожерелье, на сережках у Бабы-Яги. Здесь не так много этого петита осталось, поэтому я его обязательно дошью. Потом я, вероятно, все-таки займусь бэкстичем, чтобы немножко преобразить бабушку. Как-то негоже ей в таком виде появляться на публике. Здесь, кстати, мне указали, что у меня бэкстич на этой ноге не вышит. Да, я его спрятала, к сожалению. Придется немножко, наверное, переставить раму, чтобы... Ну, хотя в этот раз, может, и не будут оттуда дотягиваться. Но... В общем, да, надо будет на этой ноге дошить бэк. Ладно, посмотрим. Может быть, в этот раз доберусь до этого момента, пока помню. Ну, хотя все равно, когда начну избушку делать бэкстич на ней, то, конечно же, замечу, что у меня там все вот так вот спрятано. Вот здесь, в общем, план у меня такой. 1000 крестиков. Что-то я сегодня как-то тяжело мысли формулирую. Что еще? Еще у меня есть... идея, нововведение, новая рулетка. Вы редко выбираете категории, поэтому мне не так часто получается покрутить рулетку. Поэтому я решила вести рулетку на постоянной основе. Назвала я ее пока «Лето», то есть, может быть, это будут летние процессы, а может быть, я еще и поменяю их, ну, где-то поменяю в течение лета, такое тоже может быть. И здесь у нас 3 сюжета. Венок всех сезонов, жирафы от Анкор и Баба-Яга. То есть на данном этапе они у меня идут как основные процессы. И будут вышиваться каждую неделю что-то из них. То есть каждую неделю что-то из них я буду продвигать обязательно. Меня немножко сейчас смущает, что здесь находится Баба-Яга, потому что она уже у меня будет вышиваться. И я как-то не определилась, а что сделать, если и здесь мне тоже выпадет Баба-Яга. То есть вышивать двойную норму, ну, в принципе, можно, да, почему нет? Давайте, наверное, так и сделаем. Если выпадет Баба-Яга, ну, так тому и быть. Значит, бабушке достанется просто очень много крестиков. Ну что, поехали? Так, жирафы, Баба-Яга, наверное, не будет. И это будут
Так, жирафы. Жирафы. Ну что ж, я даже не знаю, мне кажется, уже настроилась на то, что сейчас выпадет Баба-Яга почему-то. Но жирафы это, конечно же, тоже прекрасно. Вообще жирафы это работа, которая, не самая близкая к финишу на данный момент, но, в общем-то, она туда придет быстрее, чем Баба-Яга, я думаю. Жирафы у меня сейчас выглядят вот так. Вышивались они у меня на прошлой неделе. Готово здесь уже 71%. Осталось вышивать в жирафах 7900 крестиков. Поэтому, если я здесь сделаю 1000 крестиков, то она у меня переберется в финишную категорию и будет там жить вместе с янтарными птицами, хотя бы они будут уже не одиноки. Вот поэтому я особенно рада, что продвину эту работу. Ну и в принципе я хотела закончить этот сюжет весной, у меня не получилось, и поэтому, конечно же, мне хочется завершить теперь эту работу летом. Но остается здесь уже действительно не так много, поэтому шансы на это все есть, как мне кажется. Будем продвигать эту работу на 1000 крестиков, а точнее говоря, наверное, все-таки еще пока на пару тысяч полукрестиков, потому что, вот сейчас, когда я смотрю, мне больше, опять же, хочется повышивать небо, повышивать полукрест, заполнить вот здесь пустоты, и, может быть, не может быть, а точно продвинуть небо вверх. Хотя, может быть, когда я возьму ее в руки, мне захочется вышивать вот это вот дерево, которое вышивается крестиком, там такими темными цветами, черным, темно-коричневым, по-моему, тоже. В общем, может быть, им заняться. Не знаю. Посмотрим на мое настроение и на то, что мне захочется больше крестика, полукрестика, темных цветов или более ярких. И это все, что я пока возьму на первую половину недели. У меня будет мало времени на вышивку, поэтому я бы хотела сделать 1000 крестиков в обеих работах. И я думаю, что мне бы это успеть. На больше я не рассчитываю в этот раз. Но вообще-то у меня уже в планах сделать маленький старт на этой неделе. Наверное, поговорим об этом в следующем включении. А пока вот эти два процесса постараюсь продвинуть, и они, получается, оба у меня должны переползти в соседние категории. Будет здорово, посмотрим, получится ли. Что ж, вроде бы планы были на первую половину недели совсем небольшие, но и то я не выполнила. Скажем так, не совсем выполнила. Давайте будем смотреть сначала на Бабу-Ягу. По ней все хорошо. Давайте посмотрим, как она у меня выглядела в начале недели. Здесь я сделала 1000 крестиков. 1003 крестика я вышила. И обратите внимание, как у меня выглядела бабушка. Какая она была невзрачная, размытая и совершенно непроявленная. И теперь она выглядит вот так. Но я думаю, что изменения очень даже заметны. Давайте сделаем поближе и посмотрим на бабусю. Смотрите, какая она шикарная бабушка. Да, серьезная женщина. Да, тут без улыбок и все всерьез. Но, тем не менее, она прекрасна. И здесь очень много бэкстича, огромнейшее количество. Я сделала здесь лишь небольшое количество крестиков, которые были петитные крестики. То есть у меня были пропуски вот здесь в бусинах, вот в этом ожерелье, и в серьгах. В серьгах тоже не было красного цвета. Вот я вышила, значит, здесь крестики петитом. Красные, синие, наверное, даже и все. По-моему, только красные и синие, желтые, кажется, уже было. И вот здесь вот красные тоже крестики петитом вышила заодно. Хотя здесь еще будут петитные крестики, но я решила сюда не идти. Я решила сразу заняться бэкстичем после того, как вот здесь все внутри уже было зашито. И начала я... потихонечку я так начала подбираться вот с этой ее косынки, с банданы. После этого перебралась на лицо. И вот лицо это, конечно, самая сложная часть, наверное, связанная с бэкстичем. Не только с бэкстичем, конечно, и крестики здесь петитные, но и бэк здесь тоже посложнее. То есть я не могу сказать, что он сильно сложный, но его здесь много. Много линий каких-то, которые сходятся вот вместе. То есть здесь нужно быть внимательной. К тому же по петиту ориентироваться немножечко посложнее, чем по крупным крестикам,
поэтому тоже, то есть это как бы добавляло определенных трудностей. Но после того, как я вышила бэкстич на лице и пошла вышивать дальше, вот по волосам, даже по ожерелью, и вот здесь, как вы видите, я сделала, вот здесь на поясе вышивала, по рукаву, вот это тоже все было, вот здесь я тоже вышивала бэк, это все вышивалось легко. Ну, как, в общем-то, я и раньше говорила относительно этой работы, бэкстич здесь легкий, он счетный, он очень логичный, понятный, простой. В общем, здесь никаких с ним сложностей нету. И я так увлеклась, мне так все понравилось. Вот просто я шила и шила с радостью и удовольствием этот бэкстич, что я сделала полностью бэк на вот всей вышитой части Бабы-Яги, вот кроме вот этого рукава разве что. И вот здесь метла. Потому что здесь я поняла, что если я нитку еще целую возьму, то мне ее здесь некуда вышивать. Здесь буквально немножечко осталось, и мне будет удобнее это сделать в следующий раз. Но мне еще нужно было набрать некоторое количество крестиков, и я решила пошить бэкстич на избушке. Как раз вот я вам говорила про то, что у меня тут нога была спрятана одна, а на ней бэк недошитый. Я переставила немножечко, сдвинула работу вверх, чтобы можно было выполнить бэк, и начала с этой ноги и пошла потом еще вот здесь. Как раз у меня нитка и ушла. Вот здесь по низу избушки я вышила, и вот здесь тоже по траве, вам не видно, да, я показываю. Ноги немножко видно. Вот по этой ноге я вышила бэк, вот здесь по избушке, и вот здесь вот пошла по траве тоже вышивать бэкстич. Как раз вот благодаря этому набрала нужное количество крестиков. По идее, вот когда я закончила вышивать бэк на Бабе-Яге, можно же было перейти к крестикам, но мне нравилось вышивать бэкстич, что я прям высматривала, где бы мне его еще здесь пошить, и вот решила сделать в этой части. Так что теперь у меня бабушка уже полностью, можно сказать, отбэкана. Ну, вот только разве что контур, да, у нее остался еще не оформленный, но вы понимаете, что для этого нужно сделать крестики вокруг бабушки. Всего у меня получилось уже 66,7%, то есть у меня готово 2/3. Отличный результат, я считаю, все прекрасно, мы с бабусей двигаемся неплохими темпами, я за нее очень рада, и мне нравится результат. Да, бабушка серьезная, это все понятно, никаких здесь шуток. Думаю, что кого-то она даже пугает, но меня почему-то совершенно нет. Мне кажется, просто мудрая такая женщина. Вот, здесь у меня такие результаты. И я этими результатами, в принципе, довольна. Конечно, 1003 крестика – это не ахти какой результат. Можно было бы, может, и побольше как-то вышить. Но, опять же, бэкстич лично у меня бэком не получается так уж быстро набирать вот норму. Но мне нравилось, я с удовольствием это делала, и норма есть, все отлично. Теперь переходим к жирафам. Еще один процесс, который я вам показывала в начале недели. И, конечно же, я хотела в нем тоже вышить 1000 крестиков. Но там, к сожалению, это не получилось. Давайте посмотрим, как у меня выглядели жирафы. Я старалась, я очень старалась. Вышила в этой работе 809 крестиков, и теперь она выглядит вот так. Ну что, заметно продвижение? Я думаю, как минимум вот этот кусочек вы точно заметили. Да, в этот раз я сделала немножечко полукрестиков. Вот в этой части, в пропущенных местах я повышивала полукрест, не полностью. Я его вышила, вот как-то один цвет, по-моему, я выполнила и поняла, что я хочу переходить к крестикам. И решила перейти вот к этому дереву. Оно большое, оно объемное, поэтому здесь еще с ним предстоит много работы. Давайте тоже немножечко поближе придвину. Ну и, возможно, вы обратили внимание, что раз у меня здесь такая ровненькая линия, здесь у меня такой ровненький уголочек, то это уже все. Это верх, и это 3-й угол работы, что, конечно же, для вышивальщицы событие весьма радостное. Да, это 3-й угол работы, теперь видно верх. Я даже как-то неожиданно так вот в него уткнулась, то есть я начала вышивать дерево
Так, откуда я его начала вышивать? Я вот отсюда начала вышивать по краю. И когда вот подбиралась уже сюда, такая думаю, сколько мне там еще крестиков до верха, смотрю, а мне там крестиков-то, рядочков осталось буквально 5-6 где-то до верха, и все. Думаю, ого, как быстро. Да, здесь уже будет верх работы, и, соответственно, можно уже видеть, сколько же вот всего остается, вот как-то уже оценивать этот объем. Но дерево только начато, оно сюда идет еще далеко. Оно вышивается, то есть крестики здесь вышиваются несколькими цветами. В данном случае я, кстати, начала с того, что вышила серые крестики. Здесь есть их немножечко. Вот такая вот линия идет серым цветом крестики. Ну и потом перешла к черному и вышивала вот все остальное черным цветом. Да, в основном в этом дереве черные крестики, но будут и темно-коричневые, причем темно-коричневые, по-моему, там идут в 2 нити и в 1 нитку, так что там есть разнообразие. Но я начала с черного, потому что его больше всего и проще будет потом ориентироваться. И сейчас проще вышивать, потому что нет каких-то больших отступов. Здесь крестики такие цепляются друг за дружку, и, в общем-то, вышивать все это достаточно легко и комфортно. Конечно, не как лонгдог, потому что в лонгдоге, например, там идет четкий рисунок, и ты по нему тоже ориентируешься, понимаешь, как там все это будет идти дальше, а здесь такого нет, и ты заранее не можешь спланировать, как куда идти. Если не смотреть в схему, то, конечно же, ничего не ясно. Поэтому здесь внимание требуется, такой хаос, потому что, но за счет этого совершенно не скучно вышивать это дерево. Мне нравится, я, кстати, уже давно поняла, что мне такие моменты вышивки нравятся. То есть, когда вот вышивка идет одним цветом, но это не какой-то сплошной массив крестиков, а это вот что-то такое вот ажурное, как, например, вот это вот дерево. Ну вот, 809 крестиков тоже, в общем-то, неплохой результат, я считаю, поэтому рада с жирафов. 74% у меня сейчас готово в этой работе. Вот здесь я еще ушки жирафику вышила, одно ушко, точнее говоря, здесь было 3/4 крестика черным цветом, и вот прежде чем приступать к дереву, я вышила именно их. Ну вот такие результаты у меня за первую половину недели, небольшие. Постараюсь во второй половине немножечко чего-нибудь нагнать, если получится. И давайте теперь поговорим о том, что я буду вышивать дальше. Дальше я буду вышивать тот процесс, который выбрали девочки на бусте. На бусте у нас было в этот раз 2 лидера. Один из них был это РТО «Весна в Париже», и второй, который все-таки победил с перевесом в 1 голос, это жирафы от Анкор. Да, я буду продолжать вышивать жирафов. И поэтому я не особенно расстроилась, что мне не получилось здесь 1000 крестиков сделать, потому что я думаю, что в этот раз я начну именно с них. И сделаю здесь 1200 крестиков, потому что хочется мне их продвигать быстрее, хочется, чтобы они пришли к финишу как можно скорее, поэтому я постараюсь здесь сделать 1200 крестиков. Да, кстати, не сказала, что пока вот на данном этапе работа еще не перебралась в категорию «хочу финиш», но вот благодаря тому, что я буду вышивать ее в ближайшие дни, она уже переберется там, потому что до финишной категории осталось совсем немножечко. Вот, ну и здесь я буду заниматься чем? Правильно, здесь я буду продолжать вышивать дерево. Я дошью, во-первых, черные крестики, наверное, все, а их здесь еще немало. Ну, наверное, уже меньше 1000 осталось. Да, думаю, что меньше. Там, наверное, крестиков 700-800 еще черным цветом. Потом предстоят крестики коричневым цветом. Ну, то есть в этот раз мне крестиков на дереве точно хватит. Я думаю, что 1200 крестиков у меня появится именно в этой части, именно на этом дереве. Так что будем продвигать этот 3-й угол, уплотнять его, а потом уже буду перебираться в эту часть потихонечку. Ну или, может быть, здесь буду полукрест вышивать в дереве. Посмотрим, ладно. С этим будем разбираться потом. Ну, в общем, все начнется с жирафов у меня на этой части недели. А теперь переходим к голосованию на YouTube. За что вы голосовали? Вот очень много голосов было за жирафов. Если они выпадут еще и в комментариях на YouTube, то не знаю, что делать. Вышивать, видимо, двойную норму придется на них. Да, мало тогда у меня другие процессы продвигаются. Ну, будет такая неделя
посвященные жирафам, судя по всему. Ну, пока еще неизвестно, что выпадет, посмотрим. За что еще было много голосов? Это за веночек от Dimensions. Мне кажется, за Ягусину весну тоже как-то голосов было прилично. За остальные работы тоже голоса были, но немножко меньше. Но за все голосовали. Спасибо огромное вам, что пишете комментарии. Спасибо за отклик на мои ромашки, которые я показала в прошлом видео. И многие вспомнили, как я их вышивала. Так приятно, что вы со мной с тех времен, а кто-то вспомнил еще и более давние работы. И я удивляюсь просто, и удивляюсь тому, сколько я снимаю, и удивляюсь тому, что вы все это время меня смотрите, что мне, конечно же, очень приятно. Так что спасибо огромное вам за такой отклик. Ну что, пойдемте, будем выбирать задания из ваших комментариев, посмотрим, что мне там выпадет. Неужели это будут снова жирафы? Вставляем ссылочку, загружаем видео. Так, видео загружается, картинка подгружаться не хочет. Ну что ж, значит, сегодня снова без картинки и поехали. Выбираем задание. Что же меня ждет? Если будут жирафы, почему-то мне кажется, что могут быть. Так, Екатерина Бродникова. Ура! Села и подумала, видео субботнее посмотрю за обедом, и вот оно выпущено минуту назад. Вот, Екатерина была одним из первых зрителей моего этого видео, проголосовала, и ее комментарий выпал. Голосую за Ягусину весну. Отлично, Екатерина, я с удовольствием повышиваю Ягусину весну, просто даже с радостью в этот раз я это сделаю. Спасибо огромное вам за то, что пишете комментарии, спасибо за ваш выбор. Достаем Ягусину весну. Итак, Ягусина весна. Золотые ручки. И готово у меня здесь 30%. Почему же я с таким энтузиазмом восприняла то, что выпала мне именно эта работа? Дело в том, что я тут заметила, что у меня не сохранилось последнее продвижение по этому сюжету. Вообще обычно я сохраняю все продвижения, то есть я вот повышивала, и вечером после того, как я закончила, я всегда сохраняю изменения обязательно. То есть это у меня уже такая привычка. Думаю, что и здесь я тоже сохраняла. Но оно оказалось не сохраненным ни в самой схеме, ни в файле, ни вот нет вот этого файлика, который с отметками. Тоже не оказалось. Но я думаю, это связано с тем, что я до сих пор умудрялась не обновлять сагу, у меня все работало. И я думаю, ну, пока работает, то и пусть работает. То есть, когда я увидела, что у меня здесь не хватает процентов, я поняла, что последнее не сохранилось, судя по всему. Открыла, начала заново отмечать то, что у меня было вышито за последний раз, и в этот момент у меня сага вылетела, и больше я в нее зайти не смогла. Как мне удавалось, да, в общем-то, с ней работать, я просто из нее не выходила, потому что у меня старенький планшет, очень старенький, и на нем только сага была, больше я его никак не использовала, поэтому я просто из программы не выходила. Ну и пока не выходила, у меня все работало. После того, как она вылетела, работать все перестало. И я столкнулась с такой проблемой, как невозможность установить новый вариант саги на мой старенький планшет. Да, он уже не поддерживает такой формат, но пришлось себя порадовать новым планшетом, что, с одной стороны, в общем-то, конечно, хорошо, теперь можно его использовать еще как-нибудь, не только для саги, потому что теперь он более новый и много чего умеет по сравнению со старым. Но это, конечно, был такой неприятный момент, когда я осталась на некоторое время без своей любимой вышивальной программки. Ну и возвращаемся к Ягусе. У меня, получается, не сохранилось вот последнее мое вышивание, да, последний раз, когда я вышивала эту работу, поэтому мне будет необходимо отметить то, что у меня вышито. Ну, это не так сложно и не так много. Ну и после этого я продолжу вышивать Ягусю, а точнее говоря, пока полянку под Ягусей. И, возможно, здесь будет немножко попроще, потому что буду я вышивать вот эту часть, которая, получается, расположена вот именно под качели. Здесь нет цветочков, здесь только зелень, правда, очень такая разная, здесь и очень темные зеленые, какие-то такие желто-зеленые цвета и очень яркая насыщенная зелень. В общем, здесь очень много зеленых оттенков используется, и есть еще какие-то вкрапления там коричневых или таких красно-коричневых. Ну, в общем,
думаю, что будет не так, что прям возьмешь и будешь вышивать, не глядя в схему, но все же будет поменьше цветов, чем в этой части. Здесь все-таки есть и оранжевые, и желтые, и вот голубенькие были одуванчики. Здесь вот этого всего не будет, так что немножко, наверное, попроще. Ну вот, 1000 крестиков буду делать в ягусе, 30% у меня здесь уже вышито, и думаю, еще прибавится 5%, так точно. Так вот потихонечку мы и продвинемся к 4-му углу, глядишь. Напомню, что здесь у меня план вышить вот так вот, все продвигаясь по полянке до 4-го угла, потом рамочку, ну а потом уже в конце я буду вышивать ягусю и кота, которые сидят на качели. Вот здесь, значит, у меня так вот рассказала вам про свои отношения с сагой. Так, что я буду вышивать еще? Немножко сложно оказалось решить этот вопрос, потому что темы у меня теперь обозначенной какой-то нет определенной, и заранее я это не продумывала, но я выбрала, я сумела сделать этот выбор. Я решила взять Long Dog. Я посмотрела, уже у нас скоро середина июня, а у меня в этом процессе не вышито пока ничего за июнь, а 1000 крестиков – это та необходимая норма, необходимый минимум, который я обычно здесь делаю в течение месяца. Поэтому я решила, что нужно вышить вот эту 1000, ну а потом, если работа где-то выпадет, это будет, конечно же, отлично, я еще раз ее повышиваю. Но пока вот нужно сделать хотя бы 1000 крестиков. Здесь я пока не очень понимаю, куда мне дальше лучше будет идти. Может быть, продолжить вот здесь работу. Вот здесь как раз такой вот ромбик вышел, и может быть вот сюда можно пойти где-то вверх. Может быть вот здесь повышивать. Ну, это я уже открою, когда программку, там уже посмотрю, как мне будет удобнее. Здесь у меня пока остаются пропущенные места, про них я подумаю тоже как-нибудь потом, ну это я вам рассказывала. Так что здесь тоже планирую 1000 крестиков прибавить. Ну и помимо этого я вам говорила, что будет, вероятно, старт на этой неделе, и я решила я начать еще одну работу. Ну, если вы смотрели мое видео с итогами весны и планами на лето, то знаете, что у меня там запланированы вот такие бисерные сюжеты от Радуги и Бисера, 2 сюжета, один из них маяк. Я решила начать с него, потому что до этого я вышивала лимончики, да, квадратная у меня была такая вот работа снова. Я решила, что буду чередовать, поэтому будет у меня теперь маяк. Здесь 2 стороны. Одна сторона с маяком, вторая вот с такой вот ракушкой и кораллами. Такая красота. Зашивка здесь практически полная, за исключением вот этого окошка в маяке. Можно, в принципе, сюда пришить несколько, сколько там получается, 3 желтых бисерины, чтобы получился включенный свет. А вот здесь тоже, кстати, в домике окошки и дверь, они не вышиваются. Давайте откроем, посмотрим на сам набор. Он у меня не вскрытый. Ну, схему доставать не буду, то есть здесь есть схема на бумаге, которая нанесена, и техника вышивания здесь тоже описана. Но так как у нас вся схема нанесена и на вот здесь на основу, то я той, в общем-то, и не пользуюсь. Интересно, я сейчас смотрю на вот этот кружочек. Последний кружок, который я вышивала, был со снегирем из новинок, а вот этот кружок, он из более старых дизайнов, и он немножко больше. Вот сейчас я понимаю, что да, он побольше. Как-то вот эта сама вся основа выглядит, мне кажется, заметно крупнее. В общем, начинать я, наверное, буду именно с частью, которая с маяком. Смотрю вот на эти моменты, которые пропущены вот здесь в маяке, вот как раз которые окошки, их оказывается 2, там я заметила только 1, вот здесь вот 3 крестика и вот здесь вот 4. Не крестика, конечно, да, бисер у нас здесь. И вот здесь тоже. Вот если бы это была вышивка крестом, я бы, может быть, и оставила. Но вот вышивку бисером мне как-то здесь вот эти такие пустоты, они такие как внутри еще оказываются, мне не особенно нравятся. Поэтому, скорее всего, я их все-таки зашью. И, ну уж если зашивать, то, наверное, каким-нибудь желтеньким цветом, чтобы это выглядело как свет в окне. Но дверь вот можно вышить каким-нибудь другим цветом,
что-нибудь из голубеньких вот здесь, например, взять как вариант. Или, ну нет, не зелененький, чтобы здесь с травой не сливалось. Наверное, все-таки голубой, я думаю, будет логичнее. Или красный, как на маяке, да, здесь вот цвет и на крыше у домика. Может быть каким-то таким. Ну, ладно, это мы еще посмотрим. До этого еще шить и шить. Я такие работы начинаю обычно вышивать вот бисерные сверху, поэтому, собственно, здесь тоже буду начинать сверху. И это у меня будет небо. Тут оно практически двухцветное, вот, ну, в верхней части, по крайней мере, немножко маяк. Эту работу я буду вышивать по чуть-чуть, понемножку, так же, как и предыдущие свои бисерные сюжеты, поэтому больших каких-то глобальных продвижений, скорее всего, вы не увидите в ближайшее время, но потихонечку мы вышьем и маяк, и ракушку тоже. Очень красивенько все это выглядит. Так, давайте посмотрим на бисер. Зеленый у нас тут вот таких вот оттенков разных. Так, синенький, голубенький. Вот этот у нас такой бирюзовый, наверное. Красные, розовые оттенки вот такие разные. Коричневый цвет есть. Белый, белого тоже у нас тут два даже. Прозрачный и непрозрачный идет. И вот такой красивый бисер, который с вот такой разноцветными такими переливами красивыми. Много цветов, прям много используется цветов. Например, вот этот вот цвет, который я вам сейчас только что показала, он используется только в ракушке. А, нет, вот здесь на маяке он есть в домике, немножечко в домике используется, так что, наверное, разные тут используются. Так, помимо этого есть... Что-то здесь номерочки как-то на пакетике плохо приклеены. И вот номер 11, он у нас с какого пакетика? Так, это 10, значит, вот этот у нас 11. Здесь есть номерочек? Есть. Наполнитель, который я обычно не использую, потому что обычно я использую листовой синтепон. Иголка Джон Джеймс, ее я использую, мне она нравится. Нитка здесь вот такая вот желтенькая на катушечке. Одно время у них вот она была именно такая. Кстати, нормально ей вышивается, нормально смотрится. Я сомневалась, помню, когда первый раз мне такая попалась, потом попробовала, да вроде все хорошо идет. Поэтому, скорее всего, ей я буду вышивать. И бусинка. Бусинка вот здесь есть, она для того, чтобы вот сюда ее прицепить. Здесь красная нарисована, но в наборе обычно белая идет. По крайней мере, мне всегда белые попадались. Помимо этого есть два кружочка для того, чтобы натянуть потом работу. Они несколько меньше вышитой части. Видите, вот так вот это выглядит. То есть вышитая часть немножко поменьше, но таким образом она заходит, закрывает вот эти вот бока. Все, это все, что входит в набор. Так что думаю, что в конце недели покажу вам немножечко начало этой работы. Вот вообще, по моим ощущениям, видимо, из-за того, что я привыкла начинать работу снизу, здесь мне тем более хотелось бы начать снизу, потому что внизу поляночка вот эта, потом можно строить как бы маяк. Но вот бисером мне почему-то нравится больше вышивать сверху, так как это, на мой взгляд, комфортнее, логичнее вот эти рядочки идут. Что ж, будем строить маяк, начиная сверху. Вот такое у нас нестандартное строительство. Так, все, я вам рассказала про планы. Я буду вышивать жирафов, ягусину весну и лонгдог и немножко начну маяк. Ну, посмотрим, сколько здесь у меня, какой старт получится. Ну что ж, шила я шила, чего-то нашила. Вторая часть недели была более результативная, чем первая. И давайте начнем с ягуси. В ягуси я отметила все, что у меня пропало, и вышила необходимую 1000. Давайте посмотрим, как у меня работа выглядела до этого подхода. Я сделала 1024 крестика, и теперь работа выглядит вот так. Я немножко не добралась до 4-го уже угла. Здесь буквально немножко, ну, практически, да. Я повышивала то, о чем вам говорила, то есть полянку под ягуси, то есть как раз вот эту вот всю травушку-муравушку
И в этот раз работа все-таки шла у меня, как мне показалось, с меньшим энтузиазмом, чем в прошлый. В прошлый раз меня очень порадовало, когда я вышивала крестики в одну нитку. Они прям так как-то душевно шли. А здесь таких крестиков в одну ниточку не было. Да, конечно, как я и предполагала, эта часть все-таки попроще была. Вот здесь опять много-много всего намешано. И мне очень хотелось дошить какие-то зеленые цвета, потому что, допустим, там было 200 крестиков каким-нибудь цветом, и хотелось вышить их полностью, но там нужно куда-то далеко отсчитывать, там какие-то разбросанные они, такие одиночные эти зеленые крестики еще остались, и я принимала решение не вышивать. Так было не с одним зеленым цветом, а с несколькими, поэтому буду дошивать их позже, когда уже здесь вышью тоже цветочки всякие разные. Но в целом так более-менее шла работа. Я брала обычно тот цвет, который ближе всего у меня был к этому углу. В этой части в основном у меня были пропущены какие-то крестики. Я вот брала что-то из них и шла вышивать дальше настолько, насколько это было возможно. Вот эту зеленую рамочку я тоже сделала именно поэтому, потому что этот зеленый цвет, он используется и в полянке тоже. Вот здесь вот можно видеть вот вверху вот эти вот зеленые крестики. Вот один отдельный. Потом вот здесь такая полосочка, вот здесь это тоже чуть-чуть есть, вот здесь несколько крестиков этим цветом, и вот здесь тоже несколько крестиков этим цветом. То есть разброс здесь довольно-таки, ну, такой большой крестиков, и учитывая то, что это 18-я Аида, то, что основа мне не очень нравится, в целом, конечно, впечатления у меня не сказать, что прям супер какие-то приятные, но я радуюсь тому, что крестики прибавляются, радуюсь тому, что полянка уже тоже как-то обозначается. Вот эта часть у меня все плотнее и плотнее зашивается. Тут есть такие пропущенные крестики, но это так и должно быть по схеме. Так что вот этот уголочек уже полностью вышит. И вот я потихоньку-потихоньку подбираюсь к этому уголочку. А здесь вот по этой стороне идет только рамка. Вот здесь, если мы посмотрим, видите, вот здесь только рамочка и все. То есть здесь никаких крестиков вообще вышивать не надо. Поэтому полянки осталось не так уж много. За один раз, за 1000 крестиков я, конечно, эту полянку еще не дошью, я думаю, но за пару подходов, наверное, уже шансы такие есть. И потом уже можно будет переходить к самой бабусе Ягусе. Так, ну вот, здесь, в общем-то, сильно ничего нового я вам не рассказала. Все так примерно как и было. 36% у меня уже готово в этом сюжете. Так, глядишь, потихонечку и до середины доберемся. Идем дальше. И дальше я вышивала жирафов. Уже второй раз на этой неделе я к ним приступала. Давайте посмотрим, как они у меня выглядели. Первый подход к жирафам на этой неделе был не очень удачным, и я хотела сделать 1200 крестиков в этот раз. У меня это получилось, и теперь работа выглядит вот так. Смотрите, как разрослось дерево. Да, занималась я исключительно крестиками в этот раз и исключительно деревом. Собственно, здесь больше нечем заниматься. Крестиками вышивается только дерево. Я дошила черным цветом все крестики, абсолютно все, и приступила к вышивке другими цветами. Тут на самом деле оказалось, что буквально у меня 7, по-моему, крестиков вот здесь серым нужно было вышить, несколько крестиков в одну ниточку коричневым цветом одним, и несколько крестиков в одну ниточку другим коричневым цветом. Все остальное, по-моему, уже все оставшиеся крестики мне предстоит вышить крестиком в 2 нити вот таким вот достаточно темно-коричневым цветом. Я думаю, что заметно, насколько вот эта часть более такая ажурная и насколько вот эта часть уже более плотная, зашитая. Давайте я вам покажу поближе этот кусочек. Вот. И, возможно, вы разглядите, что там 2 цвета. То есть, когда был черный, оно смотрелось вот так вот прям очень-очень графично. Когда добавился коричневый цвет, оно вот стало выглядеть несколько иначе. Не очень мне нравится вот вышивать этим коричневым. То есть, черным мне прям нравилось вышивать, такая вот эта вот графичность, которую я люблю. А коричневым цветом сейчас нужно определять, где же там между этими черными крестиками нужно вышить. И мне нравится этим заниматься немножко меньше. Но, в общем-то, тоже нормально. Все вышивается в целом
прям легко. И я думаю, что в следующий раз я уже дошью эти крестики. Я что-то не помню, сколько мне там еще осталось вышивать этих коричневых крестиков. Но если черным, вот здесь мне нужно было в дереве вышить 1500 примерно, то коричневым все-таки меньше. Поэтому, и часть я уже вышила. Поэтому я думаю, что там крестиков, наверное, 700, может быть, где-нибудь 500, не знаю, осталось коричневым цветом. И все остальное я буду вышивать полукрестом, и, конечно же, делать бэкстич. Но бэкстич, похоже, делать буду почти что в самом конце. Можно, конечно, не в самом конце сделать, посмотрим. Можно и вышить все полностью, крестики, полукрестики, потом сделать бэкстич, но можно и вышить полукрест где-то вот в этой части, да, и сделать бэк на жирафах, а потом уже дошивать оставшийся кусочек неба. Я уже мечтаю о том, как я буду заканчивать работу, представляете? Ну что ж, действительно, она идет к финишу, она перебралась в финишную категорию, мы празднуем это событие вместе с жирафами, и это значит, что работа действительно скоро закончится. Вот здесь у меня такие продвижения замечательные на этой неделе. Отлично жирафы продвинулись. И после этого я вышивала лонг-дог. Давайте тоже посмотрим, как он у меня выглядел. Здесь я тоже не сказать, что как-то вышла за пределы своей нормы сильно, но вышила 1046 крестиков, и теперь работа выглядит вот так. Что продвижение заметно, я думаю, что заметен вот этот кусочек, такой самый выдающийся, тем более он такой достаточно плотный, темненький кусочек. И помимо него, на самом деле, я вышила еще вот эту бабочку. Я вышила вот здесь такую маленькую, я думаю, что собачка, такая с загнутым хвостиком, забавная собачка. Давайте тоже поближе будем смотреть. Ну вот так. Вот смотрите, вот эта вот собачка, такая малышка, бабочка размером больше собачки. Я знаю, что некоторые удивляются такому несоответствию, почему бабочки, птички какие-нибудь крупнее, чем действительно крупные животные, но в сэмплерах это нормально, в сэмплерах так бывает, и здесь просто они представлены каким-то образом, не обязательно они должны соотноситься по размеру. Я дошила вот этот элемент, вышила внутри такое вот розовенькое сердечко, розовые крестики еще сделала вот здесь вот 4 таких крестика, и после этого вот перебралась как раз в эту часть, вышивала этот вот треугольник, наверное, можно сказать. Не дошила его еще. Здесь, как видите, появились у меня еще ножки такие же. Это будет еще один олень, который в другую сторону бежит. Это олень, это собачка тоже, мне кажется. И вот здесь они выполняются в такой технике асизи, да, по-моему, она называется. Это когда вышивается фон и не вышиваются сами элементы, сами фигурки. Вот здесь применена именно такая техника. Вот здесь тоже вот эту вот полосочку я немножко продвинула вверх. Ну, в общем, вот так вот у меня работа попродвигалась. 1000 крестиков принесла мне еще пару процентов, 32% сейчас в лонгдоге готово. Так, ну и помимо больших работ я начала одну маленькую работу, бисерную. Давайте на нее тоже посмотрим. И здесь у меня вот такой вот небольшой совсем старт, начало. Я сделала, я даже посчитала, сколько бисеринок надо пришить во всех этих кружочках, ну во всех, в двух, в смысле, этих кружочках. Напомню, что у меня один кружок с маяком и второй будет с ракушкой. Вот так они будут выглядеть. И в каждом из этих кружочков, если мы не будем учитывать вот эти пропущенные крестики в окнах и дверях на маяке, в каждом кружочке 2100 бисеринок нужно пришить. Такие кружочки довольно-таки крупные. То есть в общей сложности в этой работе пришивается 4200 бисерин. Я пришила 251, что примерно 6% составляет от всего объема. Да, все посчитала. Да, интересно было, поэтому посчитала. Что сказать по поводу самой работы? Когда я к ней приступила и взяла, разложила, естественно, бисер, взяла вот этот вот самый-самый первый цвет, я засомневалась, что этот такой, он, в общем-то, бирюзового оттенка цвет, что он вышивается в небе. Я думала, что скорее в море, но здесь такого четкого различения между небом и морем, судя по всему, нету.
поэтому вот он используется в небе. Я усомнилась, я внимательно посмотрела на обложку вот здесь. Ну, вроде как да, тоже какой-то такой вот цвет похожий. Вот этот цвет, который рядом, он более насыщенный голубой, чем в моем случае. То есть у меня все-таки немножко есть какие-то, даже не то чтобы претензии, у меня какие-то сомнения, насколько все это будет хорошо смотреться. Хотя я нашла отшивы, я посмотрела, что да, действительно, у многих так. Но искала я отшивы не потому, что мне хотелось посмотреть, какого цвета у других людей небо. Мне хотелось посмотреть, какого цвета у других людей птицы. Видите, вот здесь такая птичка есть. Если мы посмотрим на обложку тоже, мы увидим вот птичка и вот птичка. Да? Вы, полагаю, что видите, что они такие, ну, назовем этот цвет серым. Но если мы посмотрим схему, ну, вот это одна у меня, конечно, вышита, а вот здесь вторая должна быть, то увидим, что предлагается вышивать их белым цветом. И вот здесь тоже в схеме, вот, может быть, здесь будет вам немножко виднее, вот здесь они тоже вышиваются белым цветом. Я попробовала, сначала подумала, ну белым вообще-то вроде как, наверное, даже логичнее. Я попробовала пришить белый бисер, поняла, что он просто теряется. На фоне вот этих двух достаточно светлых оттенках голубого, назовем их, белый цвет теряется. Тем более там птичка, предлагается ее сделать, как бы серединку у нее, чтобы была не прозрачным белым бисером вышита, а краешки крыльев прозрачным белым бисером. Но вот этот прозрачный он совсем теряется. И вот после этого я решила найти, как же другие вышивали и что из этого получилось. Я не знаю, почему так, почему здесь на обложке один вариант, а на схеме другой вариант. Может быть, потом они поменяли что-то. Ну, в общем, я пошла смотреть готовые работы, посмотрела на сайте Stitch.su. Там, по-моему, 7 вышитых работ есть вот именно вот этих вот. И в большинстве случаев люди вышили вот таким цветом, ну, темным таким, достаточно серым, но на самом деле не серый, он такой радужный, я бы сказала, цвет у этого бисера, но вот здесь он смотрится, можно сказать, серым. И несколько человек были, которые, 2 или 3 человека были, которые вышили белым. Мне показалось, что птички теряются от белые, что они совсем не видны, то есть непонятно, что это птички. И, по-моему, там был один вариант, это когда вышивальщица вообще этих птиц убрала, то есть просто вышила небо и все. Ну, мне кажется, тоже вполне себе нормальный вариант. Но я решила все-таки сделать птичек темными. Вот здесь они вроде более-менее смотрятся, видны, поэтому вот сделала именно так. Вообще, когда я высыпала бисер вот в органайзер, у меня, кстати, в этот раз ровненько получилось 13 здесь цветов бисера, у меня как раз 13 ячеек в этом органайзере. И когда вот я его высыпала, у меня были такие сомнения. Ну, во-первых, вот по поводу этого бирюзового тоже, но я по поводу него не особенно сомневалась, просто предполагая, что в море используется. Но вот по поводу красных у меня были такие вопросики. Вот этот мне слишком розовым показался бисер. Тут вроде как ничего, это тоже интересный и красивый, но мне казалось, что должен быть какой-то красный цвет, а его здесь нету. И поэтому было интересно мне, конечно же, начать вышивать вот именно красными оттенками, но когда вот я ими вышила, вроде бы смотрится хорошо. Здесь уже все 3 вот этих красно-розовых цвета, они присутствуют, и тот, который вот в такой вот массе, смотрится очень розовым, здесь он выглядит немножко иначе. Ну и вот этот вот такой лососевый цвет, он тоже смотрится довольно-таки хорошо и вместе с остальными оттенками сочетается весьма удачно. Ну вот, то есть в целом, не знаю, пока я не могу сказать, что я абсолютно довольна, что мне абсолютно все нравится. Я не в большом восторге от сочетания вот этого голубого с этим бирюзовым цветом. Мне не понравилось то, что есть такие разночтения с обложкой и схемой
Вот по поводу птицы и по поводу качества бисера. Я, конечно, понимаю, что это прециоза, и в целом я обычно защищаю радугу бисера, говоря, что такой бисер, да, то есть прециоза это, в общем-то, среднего уровня бисер, и предъявлять к нему какие-то высокие требования по качеству, наверное, просто нет смысла. Вот, но здесь мне вот этот вот как раз голубой цвет, которого очень много, не слишком нравится по качеству. Он как-то, я не могу сказать, что он прям совсем плохой, но он немножечко вот разнокалиберный, и как-то он не очень хорошо укладывается. Вот если этот бирюзовый, он укладывается очень даже прилично, прям ровненько, то вот этот вот голубой непрозрачный, он как-то весь немножечко пляшет. Я вышиваю всегда одинаково, я вышиваю не первую работу, и нельзя сказать, что я там тут что-то изменила, да, что в моем подходе что-то изменилось, что я стала вышивать как-то криво. Не думаю, что с этим связано. Думаю, что все-таки вот как-то бисер сам по себе, действительно этот цвет не самый откалиброванный. И там встречаются откровенно такие потоньше бисеринки, потолще. В общем, стараюсь как-то немножко выбирать, но с другой стороны понимаю, что его используется в работе очень много. Это цвет, которого используется, наверное, здесь, один из самых, пожалуй, используемых цветов. И поэтому сильно-то отбраковывать тоже вроде как не будешь. Вот такое начало. Здесь у меня кораблик поселился. А где еще поселить кораблик, как не возле маяка. Вот. В целом мне нравится процесс приятный. Вот как раз на пяльчики на такие очень хорошо вмещается. Это нурги 12,5 сантиметров. И вот такой старт у меня получился. Давайте будем подводить итоги. За эту неделю у меня получилось вышить 5339 крестиков. Не самый впечатляющий результат, но как-то вот, не знаю, может лето на меня влияет, может то, что дела другие есть. В общем, вышиваю я немножечко поменьше. Но все равно результат очень даже хороший, я довольна. И процессы отлично продвинулись. Давайте посмотрим на изменения. Итак, категория «Хочу финиш». Там у нас жили в гордом одиночестве янтарные птички от совиного леса, а теперь к ним присоединились жирафы. Жирафы от Анкора. На этой неделе они продвинулись более чем на 2000 крестиков и уверенно перешли в категорию «Хочу финиш». Они даже немножечко обогнали янтарных птичек от совиного леса. В них крестиков, наверное, на 150 меньше вышивать, чем в птичках. Категория «Не сбавляет темп». Здесь у нас по-прежнему остаются «Северная сказка», «Имбирные снеговики». Они не вышивались на этой неделе. И «Гусина весна» продвинулась. Там еще где-то 10 800 вышивать. И в эту категорию у нас перешла «Баба Яга от Паны». В ней осталось вышивать 16 650 крестиков. Что ж, ура! Все-таки это большой процесс. В ней в общей сложности около 50 тысяч крестиков. И то, что сейчас осталось меньше 17 в ней вышивать, это, конечно же, очень даже замечательно. И категория «Думай о великом». Здесь теперь осталось 4 работы. Dimensions, венок всех сезонов, слон от Анкор, весна в Париже от РТО. Они не вышивались на этой неделе. И Pandemic от Longdog. Он здесь у нас такой надолго-надолго. 53 700 крестиков в нем еще примерно предстоит вышивать. За год я вышиваю эту работу, дошла до 32%. Примерно год. То есть я планировала начать 1 июня, но у меня тогда не было то ли ниток, то ли основы, я сейчас уже не помню. И я начала чуть позже, я начала где-то в середине июня. В общем-то, как раз за год 32%. Еще пару лет, и глядишь, я буду у цели. Вот, с лонгдогом, значит, у нас такая история. А за неделю у меня вот такие результаты. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Буду рада, если вы напишите какой-нибудь комментарий. Конечно же, выбирайте работу, которую вы хотели бы, чтобы я продвинула на следующей неделе. Обязательно буду выбирать задания из ваших комментариев. Огромное спасибо вам за просмотр. Огромное спасибо девочкам на Бусте за поддержку. И мы обязательно с вами увидимся в следующих видео. Всего вам самого доброго. Пока-пока.